Привет, это подробный вид сумки, чтобы вы изначально посмотрели, нравится она вам, не нравится, но она нравится. Она очень плотная, потому что большинство атласных таких сумок в интернете не совсем какие-то дырявые, не знаю. Это вообще кайфовые, посмотрите, ничего не просвечивается, не проваливается, не пролезает. В общем, мне кажется, это идеальная сумка. Она и вживую выглядит очень хорошо, абсолютно не как самодеятельность какая-то. Поэтому берем крючок, берем шикарные ленточки и приступаем к вязанию этой прекрасной сумочки. Привет, ты на канале Мира Ашот. Здесь мы вяжем интересные и необычные вещи. В этом видео мы будем вязать вот такую прекрасную сумку из атласных лент. Посмотри, насколько она плотная. Эта сумка без каких-либо дырочек. Она, такая же устойчивая, плотная и надежная, как любая другая твоя сумка. Кстати, если ты хочешь вдруг сумку более широкую или более высокую, она вяжется точно так же, просто тебе нужно будет купить больше лент, чем у меня здесь. Я жду не дождусь момента, чтобы выгулить эту малышку. Она, правда, очень нежная, милая и невероятно красивая. Погнали! Нам понадобятся маркеры, иголка, крючок номер 12, ножницы и 4 мотка лент. В одном мотке у меня 23 метра, в общей сложности здесь 92 метра. Ширина ленты 4 сантиметра. Эти ленты я покупала на Авито. Одна такая катушка стоит 93 рубля. Ссылку я оставлю в описании. Если вы хотите вязать сумку длиннее, либо шире, это тоже можно делать по этому видео. Если вы ее хотите вот здесь вот шире, вы ее просто еще один круг снизу с расширением провязываете. Если хотите ее делать длиннее, то просто вяжете дальше вверх. Но нужно больше мотков покупать. Вот 4 мотка ровно на такой размер сумки ушли. Сейчас найду метр, покажу размеры. У нас получается длина 30 сантиметров, высота 18-19 сантиметров. Вместе с ручкой 50. Вот, здесь ровно прям 4 мотка, не осталось ни сантиметрика. Давайте начинать. Смотрите, нужна зажигалка, и вот этот кончик нужно аккуратно опалить зажигалкой, чтобы он не лез. У меня просто на даче нет зажигалки, поэтому я это сделаю позже. Делаем узел обычный, как мы всегда делаем при вязании. Дно мы сейчас свяжем с вами поуже. Здесь особо, знаете, не думайте об объеме, о пышности, потому что это дно, и дно все-таки у нас должно быть плотное, чтобы у нас ничего не вываливалось. Делаем. Я вяжу впервые вообще из такой ленты, поэтому сейчас у нас эксперимент. Не могу говорить точно, что мы делаем, потому что сама не знаю. Но давайте для начала набираем 10 воздушных петель. Раз. Не очень туго, да, чтобы это не было прям вот так, но и не свободно, чтобы у нас не вываливалось. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас мы будем вязать вот так по кругу. Чтобы развернуться, мы набираем еще одну петлю. Это наш бок. Он как бы не считается. Это вот боковая такая наша штучка. Теперь не вот в эту косичку, а вот в эту косичку, перед ней которая, мы должны провязать 2 раза в одну и ту же косичку. Но вяжем мы немножко необычно. Во-первых, что здесь нужно учесть? Видите, косичка состоит, как обычная коса у человека, из 3 частей. Вот одна сверху и вот 2 части снизу. Нам нужно вот эти 2 части разделить, одну часть поднять наверх и вязать в нижнюю вот эту полоску. То есть можете просто найти нижние вот эти полосочки и вязать в них. Всего будет вот в каждой из них 10 раз. Только в первую вяжем 2. Поднимаем. Как мы вяжем? Смотрите. Мы делаем накид в нижнюю вот в эту полоску, засовываем, вытаскиваем и провязываем через 3. Сейчас я делаю туго, потому что это дно, и чтобы оно у нас не было расхлабленным. Короче, чтобы дырявым не было. Одеваем маркер на это место. Одевать нужно, вот мы провязали сейчас из 3, и наша крайняя такая косичка получилась, которая, вот она, прям сразу после того, что у нас на крючке.
крайняя коса, на нее одеваем. В это же место, туда же, нам нужно провязать с вами еще один раз, точно так же. Мы делаем накид. Мы делаем накид и провязываем. 2 раза в одну мы провязали. Это у нас будет считаться как 1. Всего у нас должно быть 10. Следующее. Туда мы вяжем уже 1 раз. Накид. Поняли? В каждую косичку вяжу просто в нижнюю ее часть. Потому что если вязать верхнюю, дырка будет большая на дне. Поэтому мы вяжем в нижнюю так более плотно. Это 2 у нас. Ну, как бы 3, но считай 2, потому что вторая косичка. Следующую косичку открыли. Накид. Да что ж ты. 3. Следующая косичка. Четыре. Следующая. 5. 6. 7. 8. 9. И последняя, она прям около узелка. По нижним этим бугорочкам ее надо находить. Десять. Смотрите, вот в эту 10-ю, куда мы сейчас провязали, туда нужно провязать еще 2 раза. То есть в ней всего будет 3. 1 раз у нас есть, теперь вяжем еще 2 раза. Смотрите, узелочек мы оставляем снизу, перекидывая вот на ту сторону, вот сюда просто накид. Вот на этот раз мы одеваем маркер. У нас как бы 1 раз туда есть, это 2-й раз туда, получается средний. Сейчас, и на него нужно одеть маркер. Сейчас только провяжем, а то дно делаю туго, поэтому неудобно, знаете. Сейчас. Одели маркер. И сюда же провязываем еще 1 раз. Накид. Все, дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы вяжем до конца. Поняли? Ну вот у 9 где-то встретимся и продолжим вместе. А хотя давайте до конца вместе. Первые пару кругов лучше вместе сделать накид. Вот у нас вот эти вот перекладинки, мы в них вяжем. Это последний ряд, когда мы вяжем так. Дальше у нас вязание изменится. Тоже еще широко пока никак не надо, потому что это дно, чтобы у нас ничего никуда не вылетало. Ну, ее, видите, я и не сильно стягиваю, как бы, но и специально не растягиваю. Сейчас мы скоро начнем уже делать ее более объемной, такой воздушной. Сами просто смотрите, такую найдите плотность, чтобы, когда вы вяжете, она не... ну и дырок не было стянутых. Ну и дырок не было не стянутых. В общем, найдите золотую середину для себя. А мы ничего не считали, да? Это раз, это два. Раз, два, три, четыре, 5.
6, 7, 8, ой, 9. Теперь смотрите, мы провязали 9. У нас остается штучка, где у нас одет маркер. И мы с вами в этом месте соединяем вязание. Дальше больше ничего не смотрим. Все, провязали 9. Это получается, она, видите, на последней петле на нашей. Вот. И все. И соединяем ее с маркером. Открываем этот маркер. Закрепляем. Смотрите как. Вот у нас здесь косичка, видите, да? Мы засовываем в нее маркер. Вытаскиваем сюда. И теперь ее просовываем вот сюда. У нас кончик вот этот остался с этой стороны. И вязание, когда мы будем вязать, оно сейчас начнет загинаться, мы в ту сторону и загинаем, поняли? Вовнутрь, чтобы оно туда у нас заворачивалось, вон в ту сторону. Дальше мы делаем подъем. И с этого ряда мы уже начинаем вязать объемное вязание. Я пробовала вязать по-всякому, пробовала вязать вообще без накида, с одним накидом. Получаются вот такие дырки вязания. Мне это не нравится, поэтому мы будем делать сейчас, увидите. Делаем накид в первую дырочку, вот видите? Первая дырка, ближе нет. Засовываем, вытаскиваем, не вяжем. Делаем накид, засовываем, вытаскиваем. И вот это всю кучу, 1, 2, 3, 4, 5, мы провязываем. Здесь уже можно послабее, пообъемнее все это делать. Ну, сейчас будет неудобно первый круг, дальше уже можно. Провязали. На крайнюю косичку, вот здесь, вот она крайняя, которую мы провязали, мы одеваем маркер, чтобы мы знали, что в этом месте мы соединяем потом наше вязание. Видите, у меня маркер, где мы соединяем, вообще закрываем одним цветом, а тут край другим, просто чтобы этот край не потерять. Мы провязали. Теперь в эту же дырочку, куда мы только что вязали, сюда, нам нужно провязать еще один раз. Мы делаем накид. Свободно, видите, у меня накид. Все туда же вяжу. И через 5. Ну, неудобно, зато, знаете ли, красиво. Вот я тут запуталась, понимаю, что откуда. И дальше. Следующая дырочка. В следующую дырочку мы тоже должны провязать 2 раза. Также подтягиваем здесь накид. Туда. Накид. Туда. Если вам кажется, что много накидов, что лучше не тратить ленты столько, сделать с одним накидом, попробуйте. У меня гигантская дыра, мне вообще не нравится. Но по сути, если вам нравится, вы можете вязать с одним накидом. Суть вязания будет такая же. Сюда делаем еще один раз. Накид. Накид. В одну дырку, поняли, мы 2 раза сделали. Все. Дальше мы вяжем 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз по одному. Накид. 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 Эта вставка уже из середины вязания. Просто я вначале немножко не понимала, как вязать вот так вот пышно. Потом я это поняла. Сейчас хочу вам показать. Я буду в начале вязания, возможно, говорить иначе, потому что видео я уже сняла это. Но вы знаете, значит, мы делаем так же, как и делали накид. Сюда. Слишком широко не надо, слишком узко тоже не надо, но прям широко можете не делать. Накид. Вот, видите, у меня такое обычное расстояние какое-то. Также через 5, как мы делаем. И теперь берем в серединке одну, расправляем ее. Прям хорошо, знаете, натягиваем вот так вот.
чтобы она прям сильно раскрылась. И все. И оставляем вот такую в бок. И дальше вяжем следующую. И тогда они вот так собираются красиво и лежат идеально. Здесь снизу вы же просто потом, если что, руками вот так вот находите и расправляете. Прям каждую идете. Первая, следующая, вторая, там, следующая, третья. И все это расправили. Все, верх я буду вязать дальше, так как я вам сейчас показала. Все поняли, да? Накид. Только стараемся класть вот так на палец, чтобы она у нас была развернута. Накид. Вяжем. Накид. Вяжем. Протаскиваем. Тут уже, кстати, не особо-то и важно, широко у нас, не широко, потому что мы нашу одну будем вытаскивать. Протянули. Находим, вот прям такая центральная здесь. Ее расширили всю хорошо. Видите, какая, да? Те сузились, это расширилось вот так. И делаем следующую. Все. И у нас прям очень классно получается. Ну, здесь я исправлю руками, а здесь мы молодцы. Продолжаем. Накид. Сейчас я пойму, какую натяженность надо оставлять у ниток. Я пока вот для себя даже не могу понять, надо натягивать или слабее. Что-то и так пробую. Каждый раз то так лучше, то так лучше. Так, это у нас получается раз, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Я вам показываю все это, что будет сейчас изменение вот здесь в середине. Это надо считать долго, да, я понимаю, но что сделать? 8. Смотрите, у нас осталась вот косичка, косичка с маркером и вот косичка. В каждую из них мы вяжем по 2 раза. И маркер снимаем, он нам с этой стороны уже больше не будет нужен. 2, 2 и 2. Также с двумя накидами все то же самое. Накид. Вытащили. Накид. Вытащили. Через 5. Туда же, в то же самое место мы провязываем еще один раз. Двигаем это сюда. Накид. Чтобы не одна на одной было, а рядышком. Накид. Через 5. Все, сюда провязали. Дальше место, где у нас маркер. Снимаем его. Туда тоже делаем 2 раза. Накид. Накид.
соединили. Еще раз в это же самое место это вязание сдвинули в бок, чтобы оно не мешало. Накид, накид, через 5. Так, и последняя наша эта косичка вот сюда, тоже 2 раза в нее. Накид, сюда, накид, сюда. Один раз. И туда же второй раз. Блин, лента улетает. Накид, сюда, накид, сюда. Все это растянули. А то зачем нам столько накидов? Чтобы пышно было. 2 раза мы в нее сделали. Раз, два. Да. Все, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раз по одному, пока мы вяжем. Да, тут все правильно. Накид, накид, один. Следующую накид, накид, два, 8. Вот у нас осталась 9-я наша штучка. Смотрите, вот в эту мы никогда не вяжем, чтобы вы поняли место соединения. Оно выглядит вот так. Давайте я вам покажу, чтобы вы не пропускали. Видите? Это наш следующий ряд уже, который вот мы сейчас довязываем. Вот наш второй ряд. И вот за этот второй ряд держится первый ряд. Видите, он как бы снизу. Получается, мы пропускаем вот эту вот петлю от второго ряда и эту петлю от первого ряда. Вот это вот место соединения первого со вторым рядом мы сюда никогда не провязываем. Поэтому у нас вот эта последняя петля, а не вот эта. Это 9-я петля, в нее мы тоже провязываем 2 раза. Накид. В одну и ту же 2 раза. Накид. И туда же вот это сдвигаем сюда, да, чтобы не наслоение было. Накид. Туда же я провязываю. Накид. Все, и теперь я соединяю, снимаю отсюда маркер, засовываю сюда крючок, под 2 именно, под, ну, под косичку, состоящую раз, 2 из этих 2 штучек. Больше не надо захватывать. Вытаскиваем, туго вытаскиваем. Нам не надо тоже здесь ничего растягивать. Это соединение же. И ее просовываем вот сюда вот. Все, мы соединили. На этом у нас закончится расширение. Больше я ничего не буду расширять. Сейчас начнем просто вывязывать уже саму сумку. Но мне нравится. Вы знаете, это 3-й вариант, который я вяжу. Первый я делала вообще без накида. Были дыры. Второй с одним накидом были дыры. И вот этот вариант 3-й прям самый кайфовый. А еще смотрите, меня петух клюнул. Я никогда такого даже не видела. В общем, вот так. Все, делаем дальше. Делаем подъем. Он у нас всегда происходит. И теперь мы вяжем в каждую. Сейчас я провяжу 1 круг, когда я скажу, какое количество в кругу получается. Потому что пока я не знаю. Подъем сделали. Вот у нас идет все вязание. Вот у нас первая дырочка от него, да. Мы начинаем с нее вязать. Мы делаем накид. По одной в каждую, больше по 2 мы нигде не вяжем. Накид. Вытащили. Накид.
вытащили. И через все 5. Крайнюю косичку, вот видите, вот это, и вот от нее прям крайняя, двойная, да? Раз, два, где. Засовываем маркер, чтобы знать, что там мы заканчиваем. Сейчас я вот так вот провяжу, и вот на этом месте, рядом с маркером, я включу, скажу, сколько у нас в кругу, чтобы вы также считали, потому что если у вас в кругу получится больше, значит, я вам вот тут вот показала место стыка, значит, в этом месте вы взяли и провязали лишнюю. У вас должно получиться в кругу столько же, сколько у меня. И чтобы, если вы боитесь провязать стык, значит, просто раз сделали, считаете, насчитали нужное количество, соединили. Все. Все, вяжу круг, поняли? Вот здесь включаю и говорю, сколько у нас. Итак, несколько лайфхаков. Во-первых, очень слабо вязать не надо, потому что, видите, вот этот ряд был слабый, у меня опять дырки эти появились, они меня бесят. А вот здесь было поплотнее, и здесь дырочек вообще нету, поэтому надо найти плотность, при которой у вас не будет вот такого, а будет вот так вот. Видите, здесь уже вот прям эта часть супер получилась. Дальше у меня заканчивается ниточка. Помните, там на самой сумке есть бантики. Если вы хотите себе эти бантики, то вот эти ниточки можно оставить длинными. Тут длинная нитка останется, и от нового мотка длинная нитка. И потом просто завязать бантик в этом месте. И тогда их не нужно никуда прятать. Если хотите прятать, то завязывайте просто маленький узел или там две, ну, в общем, обычно это делается. Я думаю, не стоит объяснять. Сейчас соединим просто нитки, давайте. Накид. Ну, провязываем как обычно, да. Стараясь держаться той плотности, при которой у нас не будет дырочек. Все, вот такую оставим. Вторую ниточку. Вообще вряд ли это ниточка. Ленточку примерно такую же ставим. Чуть подольше, подлиннее возьмем. И ее наружу. Мы их просто завяжем потом, и все. И уже с ней делаем накид. И в следующую раз. Накид. И в следующую раз. И затягиваем. Затянули. Вот здесь эти потом завязываем в узелок, может быть, в 2 узелка. Но это я сделаю позже, получше, когда довяжу сумку. И потом делаем из этого места бантик, да, вы поняли, и все. Красивый. Ну и уже можно будет потом бантики сделать в любом другом месте, где хотите. Просто вот так кончики, мне кажется, самое удобное закрывать. Главное, не забудьте это припалить потом зажигалкой. Все, я еще не довязала до конца круга, довязываю. Сейчас скажу, сколько в кругу, и уже будем вывязывать по отдельности нужную высоту. Прикольненько, да? Так, смотрите, опять на моменте, когда у нас остается одна здесь, держащаяся за одну вот эту верхнюю, и после нее крючок, мы заканчиваем. Вот наша сцепка. Давайте посчитаем, сколько у нас. На крючке это 1, 2, вот косички боковые, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Вот 28-я косичка. Все, мы соединяем. Снимаем. Засовываем под 2. Вытаскиваем. И вытаскиваем вот сюда. Все, здесь мы делаем подъем. Провязываем. Одеваем опять маркер сразу. Ну, давайте одну провяжем. Вот сюда, вот в первую эту дырочку. Накид. Накид. Я один ряд туже, второй шире. Не могу понять, как лучше. Но сейчас уже, знаете, когда без камеры буду спокойно вязать, сидеть, что-нибудь выработаю и скажу вам потом. Маркер на крайнюю.
Вот. После вот этой, ну, поняли, да, крайняя косичка, в которой мы будем потом закрывать. Все, а это один. И закрываем. Вяжите по кругу той длины, которая вас устроит. Я не знаю, какую вы хотите сумку. Мы сделаем кверху еще сужение. Может быть, и не будем его делать. Сейчас провяжу еще пару рядов и посмотрю. Покажу вам потом, сколько у меня. В общем, пока вяжем высоту, которая нам понравится. Даже, наверное, я довяжу второй вот этот моток, и на нем встретимся и решим, что делать дальше. Потому что у нас останется еще два, а нам надо ручку связать еще и еще сузить сверху немножко. Ладно, давайте довязываем второй и встречаемся. Смотрите, я начинаю третий моток, не буду делать бант, потому что получился бант, и здесь сверху над ним опять бант, я не хочу. И вот так вот я сейчас поняла, как можно вязать. Вы, пожалуйста, для себя определитесь сами. Туго, слабо, выравнивать, не выравнивать. Можно вот так делать, можно вот так. Сейчас покажу, как я вот это сделала. Давайте просто свяжем сначала. Тут я свяжу в обычный узел. И потом эти штучки запрячу. Можно запрятать, можно оставить снаружи. Просто обжечь потом еще нужно. Давайте. Сейчас я это место с узлом провяжу просто, не буду вам ничего показывать, как я там расправила, а на следующем покажу. То неудобный узел, и это, и то. Хотя, может и сейчас. В общем, вяжите как обычно. Да, здесь у нас все без изменений. А крайнюю я беру ниточку, либо самую последнюю, либо какую-то в середине. Ну, в общем, беру одну из них и вот так вот ее раскладываю широко, и она, получается, перекрывает все. Но это не вот это. Сейчас мы эту затянем обратно. Вот это все-таки последняя. Короче, она в середине такая одна. Раскладываешь, и она вот так закрывает. Девочки, я вам хочу еще раз сказать насчет того, как я вяжу. Может, вы поняли все с первого раза, но я переживаю. Вот надо прям сильно вот так вот ее вытаскивать, как парашют. И аккуратно, потому что чуть-чуть прям сильнее рукой давишь, и она начинает разрываться. Давайте вот следующую сделаем вместе. Смотрите, накид. Вот этот накид, кстати, не расправляется. Его не надо растягивать. Надо вот такой накид растягивать, который через петлю идет. Вот такой вот, длинный. Еще раз. Широко кладем, глянцевой блестящей стороной на палец. Еще раз. И протаскиваем. Я уже не делаю здесь слишком широко. Это не нужно, потому что мы просто растягиваем потом одну штучку. Все сделали. Находим ту длинную, вот она, которая была через это, да, все. Разворачиваем ее. Распрямляем всю блестящей стороной наверх. Сверху все расправили. Тут подтянули прям сильно. Я все сзади натянула, а ее вперед вытянула. И вот она у меня надулась, как парашют, видите? Все, и делаю дальше. И вот так она получается, ну, уже прям шикарно. Мне очень... Ну, тут я руками просто уже порасправляла. Вот так вот прям как надо. Все, продолжаем. Это третий моток. Его я вяжу до конца тоже просто так, ничего не сужая. А с четвертым мы потом сузим и сделаем ручку. Надеюсь, что у нас хватит на более-менее длинную сумку 4 мотков, потому что пятого у меня нет. Вот у меня закончилась третья, опять на этом же месте, по сути, да, не так намного и хватает. Четвертое, чтобы нам хватило на ручку и на все, мы сейчас завязываем ее здесь. Довязываем, как и вязали, до маркера. И после него начинаем сужение, чтобы еще сделать хотя бы ряд и вывязать ручку. Привязываем сейчас, вяжем до маркера. Просто я включила, чтобы вы поняли, что все, это четвертое у меня. А если смотреть от низа, вот нижний шов, да, мы сложили, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас мы делаем 7-й ряд, у нас будет 7 рядов. И делаем сужение. Все, довязываем и тут встречаемся. Я закончила, вот отсюда я сняла маркер. У нас получается, ну вот здесь, видите, ничего нету, да, дырочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. А теперь мы начинаем сужение. Здесь делаем так же, как и делали. Подъем. Провязываем в первую. Этот круг свяжем вместе. Первую надо пошире, а то она такая маленькая, там неудобно прям.
Да, сейчас будет опять долго, но зато понятно. А я, знаете, кстати, иногда расширяю одну только, да, в этой. А иногда и вторая большая, вторую тоже могу рядом прям расширить. В общем, чем пышнее, тем лучше. Это один у нас. Следующее. Два. Делаем сужение. Смотрите, вот у нас две косички следующие. Мы делаем так: накид, косичка, третья, накид, косичка, четвертая. И мы, получается, таким образом их сужаем. Также находим, расправляем. И дальше мы делаем то же самое. 1, 2, 3, 4 вместе. 1, 2, 3, 4 вместе. До самого конца. У нас должно ровно до конца получиться. Ничего лишнего не остаться. Давай еще раз. Ой, давайте еще раз вместе. Накид. Накид. Это у нас 1. Ой. Один. В следующую. Накид. Накид. Это у нас 2. Расправляем все хорошо. И 3-4 делаем вместе. Вот 3-4. Накид. 3. Накид. 4. И их вместе. Это у нас второе сужение. Теперь давайте вяжем до маркера. Вот до сюда. Здесь ближе к нему мы встретимся. Я скажу, сколько у меня получилось сужений, чтобы вы сверились с собой. 1, 2, 3, 4 вместе. 1, 2, 3, 4 вместе. И так делаем до маркера. Здесь я включу и покажу. Смотрите, по моим подсчетам должно было сойтись. Должно было 1, 2 быть, еще 3, 4 и закрывать. Но у меня осталось здесь, вот сейчас я сделала сужение, всего 3. 1, 2, 3. Но перед закрытием обязательно должно быть сужение вот здесь. Не знаю, как вышло у вас. Может, у вас осталось правильно. Тогда вы делаете 1, 2 и сужаете перед маркером. Вот это последнее, это закрепка, помним, да? Сюда мы не вяжем. Вот 3 петли у меня. Если у вас осталось так же, как и у меня, то я сейчас буду вязать 1 и сужение. Давайте их сделаем вместе. Тут все просто так каждый раз по-разному происходит, понимаете? Может, так и должно остаться. Но вроде бы по моим подсчетам было 28, и оно на 4 делится. Должно было по 7 сужений быть. Я не знаю, куда одна потерялась, не могу я понять. Либо, может, их изначально 27 было, я 28 неправильно посчитала. Короче, что-то... Ну, получается красиво, и главное. Так, сделали все, и вот тут мы сужаем. Накид. Накид. Расправляем. И теперь вот в это место мы закрываем. Все хорошо натягиваем, чтобы плотно было. Все. Сужение у нас нормальное вышло, не сильное. Такой полукруг небольшой получился.
Вот в этом месте я буду заканчивать сумку. Здесь мне не нужен ни бантик, ни ручка, ничего здесь не будет, поэтому я отрезаю такую нитку, чтобы ее удобно было завязать и спрятать где-то вот так. Но не переусердствуем, потому что мы помним, что у нас они на счету. Вытащила. И сейчас вот здесь внутри я ее сейчас возьму. Вообще, по-хорошему взять просто крючок узкий, но у меня их нету сверху. А за ленту завязываем в узелочек потуже, чтобы у нас ничего... Но и не сильно туго, чтобы не перетянуть здесь и никак рисунок не изменить. Так, это все я расправлю нормально. Еще раз здесь, короче, еще раз где-то завязываете здесь, да, чтобы было потуже, а потом этот кончик просто вот так вот, иголкой просто неудобно, она цепляется за ниточку. Просто вот так проведете в одну штучку, да, потом в другую штучку, в третью, вот так опустите, и все, оно у вас спрячется, этого не будет видно. Кончик обязательно подпалите. Все делаем и вывязываем тогда ручку, и из оставшегося делаем банты. Нам с вами нужно здесь найти середину. Вот здесь вот ровную середину. А как это сделать? Вот у нас нижние дырочки. Раз, 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 раз. Поднимаем. Где-то здесь ориентировочно у нас. Это пока ориентировочно. И вот она где-то вот здесь. Сейчас я покажу, что я делаю. Поняли, да? Вот у нас есть дно, и если присмотреться, вот крайняя дырка дна, и вот так вот соединили, я нашла среднюю и подняла. Наклоняем. Ну да, кстати, возможно. Теперь считаем, сколько между ними. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Между этими маркерами это место мы не считаем. И с этой стороны раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И это конец, потому что вот эта штучка, это у нас место соединения. Вот видите, горизонтально эти раз, раз. Вот тут раз, оно плохо видно. И вот оно тоже место соединения. То есть это не петля, это не считается. Получается 8 и 8 у нас с двух сторон. Соответственно, ручка у нас будет раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. То есть 4 и 5 это наши ручки. Вот они. Давайте еще раз пометим. Вот наш... Я надеюсь, вы понимаете, да, как я считаю? У нас 8 с одной стороны, 8 с другой стороны, да? Вот тут вот 8, и вот тут вот 8. Тут как бы кажется, что 9, но 9 это перекладинка, это не считается рядом с узлом. И в этих 8 нужно найти 2 средние. Вот они получаются. То есть мы в маркер одели, у нас раз, два, 3, раз, два, 3. Вот, 2 средние. И то же самое сделать с другой стороны. Вот, раз, два, 3, 4, 5 одеваем в маркеры, потому что у нас ручка будет состоять из 2 рядов. Первый ряд мы наберем, второй ряд мы в обратную сторону пройдемся. Так, у нас должна остаться лента с вами здесь на банты, потому что вот у нас будет бантик, да? Мы его красиво потом завяжем, сейчас примерно. Вот у нас будет бантик, и где-то еще у нас тут, допустим, должен быть бантик, да? И где-то, или вот тут вот 2 бантика, допустим. Ну, короче, бантики нам еще нужны. Поэтому ручку мы будем делать не очень длинную, но такую, чтобы повесить на плечо. Вот наш первый маркер, в который мы должны вязать. Мы его снимаем. Крючок засовываем. Кончик оставляем небольшой, чтобы потом завязать и закрыть его. Но много не тратим лишнего. И сюда набираем воздушные петли. 1. 2. 3. 39. 40. Смотрим. Так, и натягиваем. Ну да, 40 уже нормально. Прям такая длина, ее можно повесить и пойти. Теперь что нам нужно сделать? Сейчас мы ее прицепим сюда. И нам нужно ровно раскрутить всю косу, чтобы она у нас вот так вот не перекрутилась. То есть вы видите, идет косичка. И вы прям смотрите, что вот косичка, 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 косичка,
Косичка, косичка, косичка. Все. Дальше вы берете, вот у вас ровная косичка. Маркер с этого места снимаете. Просовываете туда крючок. Вытаскиваете эту ниточку и просовываете ее вот так вот. Тем самым мы закрепили нашу косичку. Ой, теперь мы будем вязать в обратную сторону. Вот так развернем. В место, где у нас следующий маркер, мы снимаем. Засовываем в него крючок. Вытаскиваем оттуда ниточку. И также просовываем через эту. Мы закрепили там. И теперь мы вяжем в обратную сторону. Мы берем нашу косичку. Вот у нас первая коса. Мы в нее. Только знаете, как нужно сделать? Вот косичка уже у нас состоит, как дно, помните, мы вязали, чтобы оно было упругое? Мы верхнюю косичку наверх 2 поднимаем, а внизу оставляем 1. И в нее засовываем без накида просто. Вытаскиваем. И через 2. Накид не делаем. Следующая косичка также поднимаем наверх большую часть, маленькую оставляем снизу. Засовываем. Вытаскиваем. Ой, сейчас, наверное, вам не видно там было. Ну, если вы уже вязали, вы понимаете, да, что я делаю. Косички так неудобно смотреть. Проще вот по нижним вот этим вот полукругам. В этот провязали, вот следующий. Вы его просто оттягиваете. Засовываете. Вытаскиваете. И через 2. Следующий полукруг. Большую часть наверх, маленькую вниз. Засовываете. Вытаскиваете. И через 2. Все, мы вяжем эту ручку вот сюда до конца. Смотрите, чтобы коса нигде не перекрутилась, чтобы ручка у вас шла. Видите, она идет ровно. Красивая ровная ручка. Тут красивый бок. Все хорошо. Довязываем до конца. И в конце я покажу, вместе закрепим там. Я довязала до самого конца. Провязала самую последнюю нашу петельку. Вот. Теперь нам нужно соединить место, где у нас маркер. Мы снимаем маркер. Видите, да, сумка лежит ко мне лицом вот этим боком. Заводим сюда крючок. Вытаскиваем. Вытаскиваем. Все. Отрезаем. На самом деле, знаете, вот можно было... Просто у нас та лента изначальная, тоже вот здесь. Можно было ее отрезать подлиннее, эту длиннее, и вот тут сбоку завязать просто бантик. И все, и тогда у нас не будет узелков. Но я сбоку бантик не хочу, поэтому я отрезаю ее маленькую. Вытаскиваю. Обратно вовнутрь туда. Даже не через эту вовнутрь, а... Ну, хотя да, по-хорошему через эту. Вовнутрь ее, и там вот эти 2 ленточки я между собой завязываю и потом прячу так же, как я вам показывала. Вот эти я еще не спрятала, я потом выверну наизнанку и все вместе это спрячу. Сейчас пока просто завязываю туго, а потом уже, ну поняли, да, выворачиваю и нормально все это делаю. Так, все. Ручку у нас, ну вот расправим ее здесь, она в этом боку у нас, видите, и в этом боку все отлично. И сама ручка у нас вот такая красивая вся. Нам чудом с вами повезло. У нас осталось достаточно ленты, чтобы сделать сюда бантики. То есть, вы видите, мы тютелька в тютельку у нас всего хватило. Давайте покажу, как завязать бантик, чтобы он был такой ровный и никуда не перекашивался. Берем длину, которая нам нужна. Отрезаем. Находим место. Я хочу сюда же сбоку. Вот здесь вот получается. Ну, через всю можно также его. Главное, блестящей стороной наружу. Ровно-ровно. Делаем узелок. Здесь все, как мы знаем и умеем. Узел. Дальше, смотрите. Одну сторону вы сгинаете в бант. Вот, как обычно. Вторую сторону
проводите вот так вот через нее, только блестящей стороной. Сейчас. Блестящей стороной наружу. Да что ж такое? Провели. Сгинаете. И вытаскиваете вот тут вот сзади через узелок. Все, здесь надо все подтянуть. Потом тут подтянуть. Потом опять тут подтянуть. Потом опять тут подтянуть. Потом опять тут. Ну все, выравниваем эти два банта. Наверное, мне его надо чуть пониже, что ли, перевязать. Я не поняла. Смотрим, куда мы еще хотим бантики, либо не хотим. В целом сумка у нас готова. Я пойду сейчас померю, посмотрю, что у нас получилось, порадуюсь. Выложу вам ее в Телеграм. Скажу, девчата, скоро будет мастер-класс. Вот.